Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, меня зовут Руслан Абуталипович Закиев. Я руководитель общественного фонда «Диабетический родительский комитет». Обращаюсь к вам как к гаранту прав, свобод человека и гражданина Республики Казахстан. Я обращаюсь к вам как гражданин, налогоплательщик, руководитель НПО и отец 4 детей, 3 из которых живут с сахарным диабетом 1-го типа. На протяжении почти 13 лет, с того момента, как заболел мой старший сын, я занимаюсь общественной деятельностью в этой области, защищая права и интересы прежде всего семей, в которых воспитываются дети с этим диагнозом. Сахарный диабет 1-го типа является неизлечимым, как правило, аутоиммунным заболеванием, начинающимся в большинстве случаев в детском возрасте. Единственным условием сохранения жизни для людей с этим диагнозом является использование инсулина, который в их организме, в отличие от здоровых, не вырабатывается совсем. В Казахстане в настоящее время живет около 40 тысяч людей с этим диагнозом, порядка 7 тысяч из них – дети. В середине прошлого года вами был подписан подготовленный Минздравом закон, который вносит изменения в систему ОСМС. Эти изменения обнажили ряд фундаментальных ошибок в системе здравоохранения нашей страны, в которой два совершенно разных заболевания, сахарный диабет 1-го типа и 2-го типа, зачастую перепутаны между собой, хотя это два разных заболевания, отличающиеся этиологией, течением и зачастую исходами. После внедрения этих изменений оказание медицинской помощи, амбулаторно-лекарственное обеспечение людям, живущим с сахарным диабетом 1-го типа, перенесено из пакета ГОБМП в пакет ОСМС. И теперь жизнь людей, живущих с этим неизлечимым диагнозом, напрямую зависит от наличия взносов в ОСМС. Да, наши дети до 18 лет входят в льготные категории в системе ОСМС, но как только они достигают совершеннолетия, буквально на следующий день они теряют большинство своих прежних прав. С 2020 года, после изменений, внесенных Минтруда в правила проведения медико-социальной экспертизы, изменений, к слову, сделанных без консультации с Минздравом, сахарный диабет 1-го и 2-го типа у взрослых объединены в один пункт без учета принципиальных различий между этими заболеваниями. И если детям с сахарным диабетом 1-го типа для установления инвалидности требуется минимальное осложнение, то взрослым с СД1 для установления инвалидности требуется осложнение уже в терминальной стадии. Эти правила не только нарушают требования Конституции о недопустимости дискриминации, но также служат отправной точкой в логической цепочке целого ряда нормативно-правовых актов, которые в итоге приводят к тому, что взрослые граждане Казахстана, живущие с СД1, обязаны платить просто за право жить. После достижения совершеннолетия люди с этим диагнозом и так теряют право на помповую инсулинотерапию, право на обеспечение некоторыми лекарственными средствами. Теперь, получается, теряют и гарантированное Конституцией право на жизнь. В течение полугода я пытался донести эту проблему как до Минздрава, так и до Минтруда. На все мои обращения я получил формальные ответы, не предполагающие никакого изменения ситуации. На практике вопрос не решается ни Минздравом, ни Минтруда, поскольку носит межсекторальный характер и находится на стыке межмедицинской, социальной и страховой политики. В результате отсутствует единый центр принятия решений, а ведомства фактически перекладывают ответственность друг на друга, что приводит к сохранению системной ошибки и нарушению прав граждан. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, я прошу вас дать поручение рассмотреть 3 взаимосвязанных вопроса. Первое. Вопрос возврата сахарного диабета 1-го типа в список социально значимых заболеваний в пакет ГОБМП. Второе. Помочь нам решить вопрос с установлением инвалидности после достижения совершеннолетия. Третье. Я прошу вас оказать содействие в реализации законного права взрослых казахстанцев с СД1 на помповую инсулинотерапию, предусмотренную действующим уже 3 года стандартом оказания эндокринологической помощи, которую структуры Минздрава игнорируют. В заключение отмечу, сахарный диабет 1-го типа формирует родителей, привыкших к дисциплине, системности и ответственности, поскольку от этого напрямую зависит жизнь нашего ребенка. Именно поэтому родители детей с СД1 обращаются к государству не с эмоциями, а в строгой логике принципа «закон и порядок», с аргументами и обоснованными предложениями ради соблюдения базового конституционного права наших детей на жизнь.